Одним из главных элементов стратегии народного антикризисного управления является признание гражданина Лукашенко, а также его сообщников уголовными преступниками в соответствии с международными процедурами, которые доступны нам. Сегодня я хотел бы сказать о подарке, который мы преподносим гражданину Лукашенко и его сообщникам к Новому году. Этот подарок заключается в следующем. Адвокатское бюро Томаш Вилинский в городе Варшава сегодня представило в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в совершении преступлений по факту геноцида и преступлений против человечности гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками. Указанный гражданин, а также его сообщники, среди которых Тертель, Карпенков, Балаба и 20 других фигурантов, подозреваются в совершении преступлений по факту геноцида и преступлений против человечности. Это очень важный шаг с точки зрения наращивания нашего давления на этот режим, который осуществляет мракобесие в нашей стране. К этим 160 страницам заявлений приложены и соответствующие материалы. 10 тысяч документов, касающихся фактов преступлений в связи с так называемым миграционным кризисом на линии государственной границы Беларуси с государствами Европейского Союза, и 30 тысяч документов, касающихся преступлений, совершенных в отношении белорусов по другим фактам и обстоятельствам, в том числе связанным с захватом гражданского самолета Ryanair в отношении иностранных граждан. Почему гражданин Лукашенко подозревается в совершении преступлений по факту геноцида? Прежде всего, в этом заявлении в прокуратуру польский адвокат говорит о фактах преследования национальной группы белорусов по языковому признаку, а также по признаку использования исторической бело-красно-белой символики. В качестве второго обстоятельства, которое приводится в качестве основания для обоснования преступления по факту геноцида, являются преступления в отношении граждан Ирака курдской национальности, которые, как мы знаем, до сих пор страдают на границе Беларуси с государствами Европейского Союза. Рассматриваем период этих преступлений май 2020 года, декабрь 2021 года. Преступления против человечности, в которых подозревается Александр Лукашенко, а также его сообщники. Это преступления за период 1996 по 2021 год против польского меньшинства, террористический акт, связанный с угоном, захватом самолета, угрозы в отношении лидеров белорусской оппозиции, демократических сил, а также политические убийства, которые совершал и, к сожалению, продолжает совершать этот режим. Это заявление подано в Национальную прокуратуру Польши. В качестве одного из важных элементов в этом заявлении польский адвокат говорит о необходимости проинформировать о подаче данного заявления Международный уголовный суд в Гааге. И ссылается он в своем обосновании на статью 113 Уголовного кодекса Польши, которая позволяет производить разбирательство в отношении иностранных граждан, то бишь гражданина Лукашенко и его сообщников, проживающих за рубежом, если это вытекает из международных договоров, международного права и Римского статута о создании Международного уголовного суда. Польское адвокатское бюро планирует также подать соответствующее заявление не позднее конца января следующего года в Международный уголовный суд в Гааге. Мы говорим о трех элементах нашего давления. Стратегии команды Народного антикризисного управления. Непризнание Лукашенко в качестве президента. Лукашенко не президент, он гражданин Лукашенко. Второе. Признание его уголовным преступником, а также тех лиц, которые оказывают ему содействие. И 20 фигурантов по этому делу. Это только начало, этот список будет расширяться, в том числе в рамках национальной уголовной юрисдикции и универсальной уголовной юрисдикции.
Также в качестве третьего элемента это наращивание санкций в отношении режима для того, чтобы принудить режим прекратить массовые репрессии в отношении белорусского народа. Время действовать. С наступающим, Александр Лукашенко.